AMOLED LTPS экран на 2,7 дюйма с частотой обновления до 60 Гц, 5 Гц для технологии Always On Display, алюминиевый корпус, кнопка колесика из нержавеющей стали, встроенная система навигации GNSS, улучшенный мониторинг пульса, SPO2, уровня стресса и сна, поддержка вызовов по Bluetooth, время автономной работы до 24 суток на одном заряде аккумулятора. И обо всем этом и не только нам заявляет, разумеется, сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Redmi Watch 5 глобальной версии. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, как всегда, вы сейчас узнаете в ролике. А перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Телега скидок по ссылке в описании, верхняя ссылка. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Начнем. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из плотного картона с изображением, краткими характеристиками и названиями модели. Упаковка хорошая, смарт-часы запакованы в защитную пленку, и в комплекте мы имеем съемный ремешок, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Вес устройства, как и габариты, вы видите на экране, и в этом плане сильных изменений по сравнению с прошлой моделью в принципе и нету. Далее. Поставляется данная модель в 2 вариантах расцветки корпуса. Это черная и серебристая. Дизайн практически не изменился, но экран теперь не полностью плоский, со слегка закругленными краями. Средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, а тыльная часть из матового пластика. Силиконовый ремешок имеет охват от 135 до 205 мм. Заменить его на любой другой ремешок со стандартным креплением, к сожалению, нельзя. Можно только использовать переходник. Отмечу, что ремешки из прошлой модели без труда встают на новинку. Если что, не выбрасываем. В плане эргономики смарт-часы показали себя хорошо, так как при носке Watch 5 не ощущаются. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, 2 микрофона и динамик. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, все по-старому. Также на правом торце можно заметить одну механическую кнопку колесика, выполненную из нержавеющей стали. Она отвечает за переход в меню или возврат, за переход в окно с включением-выключением перезагрузка устройства, а тройным нажатием можно совершать экстренный вызов по указанному номеру в приложении. Повесить другие команды на кнопки возможности нету. Функция прокрутки для перемещения по меню не только реализована неплохо, ко всему прокручивание сопровождается тактильно приятной вибрацией. Летим дальше. Установлен здесь AMOLED LTPS дисплей на 2,7 дюйма с разрешением 432 на 514 пикселей, плотность пикселей 324 ppi, 2,5D стекло и частота обновления экрана до 60 Гц, 5 Гц для AODA здесь. Always On Display может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль AODA зависит от циферблата, если, конечно же, циферблат имеет свой стиль AODA. Также в настройках есть несколько готовых стилей AODA, и некоторые из них можно слегка персонализировать под себя. Рамки меньше, чем в прошлой модели, да и в целом по экрану они обновились неплохо. Шрифт читабельный, перевод корректный, система за время моего использования не подвисала. Яркость по моим замерам в пике 1300 люксов, а на 100% около 700 люксов. Яркости достаточно для комфортного использования смарт-часов даже при солнечном свете. Автоматическая регулировка яркости, к слову, отрабатывает корректно. Время до отключения экрана максимум 5 минут. Функция «Постоянно включенный экран» настраивается до 20 минут. При повороте запястья экран включается практически моментально. И удобно, что можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья — AOD или циферблат. Функция для включения экрана двойным тапом на борту, как и функция для выключения его, накрыв ладонью. В настройках можно обнаружить режим «Не беспокоить», функцию для установки кода блокировки и настройки для оптимизации расхода заряда аккумулятора. Далее по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, слева направо панель быстрого доступа, в которой есть продувка динамика, энергосберегающий режим и так далее. Удобно, что данную модель можно персонализировать под себя. Также можно сортировать приложения в меню, изменить вид меню, настроить карточки быстрого доступа, которые открываются свайпом снизу вверх. Что касается приложений в меню, мы имеем погоду с подробной информацией, календари, заметки, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, а также есть смарт-режим, фонарик, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Далее можно обнаружить мировое время, компас, поиск смартфона, диктофон, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 100 штук. Могли бы добавить функцию полной синхронизации контактов, но, увы. Плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Можно использовать его и без смартфона. То есть выделенная внутренняя память в размере 311 мегабайт загружать на сами смарт
смарт-часы музыку можно через фирменное приложение. Также есть кнопка для удаленной съемки с таймером 3,5 секунд. Далее, тренировок на борту 150 видов. Хорошо, что есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности, некоторое количество настроек для тренировок, отслеживание активности, информация о состоянии после тренировки, шаблоны для бега с различной интенсивностью, интервальная тренировка, разминка перед тренировкой, AI-пейсер и не только. К сожалению, свернуть тренировку, не завершив ее, возможности нет. По навигации есть поддержка GPS, Galileo, GLONASS, Beidou и QZSS. Местоположение смарт-часы определяют быстро, но как строятся карты, лично мне не понравилось, так как отклонение в пройденном маршруте может составлять до 5 метров и больше. На самих смарт-часах посмотреть маршрут можно, но только в миниатюре. Шаги измеряет модель в пределах нормы, но в основном часы насчитывают меньше шагов, чем было пройдено. Далее, измерение пульса может работать в смарт-режиме или автоматическом режиме. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса также могут работать в автоматическом режиме, но, разумеется, все эти показатели можно измерять и вручную. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, смарт-часы не считывают. На смарт-часах отображаются довольно информативные графики. Удобно, что настроить работу мониторинга за здоровьем можно даже со смарт-часов. Помимо уже перечисленного, можно мониторить оценку витальности, женское здоровье, включить напоминания об активности, дыхательные тренировки и не только. Результаты измерений данных показателей в целом корректные. Также мне понравилась сводка во сне. Сон мониторит данная модель прям очень хорошо. Летим дальше. Операционная система HyperOS версии 2.0, она закрытая, сторонние приложения не установить. Bluetooth версии 5.3, подключить смарт-часы к беспроводным наушникам не проблема, что не сказать про нагрудный датчик. Его не подрубить. Поддержка Wi-Fi, eSIM, NFC отсутствует, но есть стандартная функция Bluetooth вызова через смартфон. eSIM, к слову, есть только в китайской версии модели, у меня же на руках глобалка. Разговаривать через смарт-часы удобно, отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно, ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, иконки отображаются, как и смайлики, микрофоны отрабатывают отлично, но динамик не особо громкий, и качество звука могло бы быть и лучше. Линейный вибромотор довольно мощный, плюс за то, что можно отрегулировать силу вибрации, установить свою кастомную вибрацию. Далее, емкость аккумулятора 550 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования с автоматической регулировкой яркости без АОДа составляет 13 суток, что является отличным результатом. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер, у меня за время тестирования они никак не пострадали, купаться вместе с ними можно, как и плавать, но не в соленой воде. А также в баню я их не брал. Летим дальше. Подключается Redmi Watch 5 к приложению Mi Fitness. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, галерею с циферблатами, есть персонализированные циферблаты, динамические, кликабельные, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть стандартные настройки, поиск устройства и обновление прошивки. Мне обновление, к слову, уже прилетало. Минусы: нет настройки функции включения экрана двойным тапом. Хотелось бы иметь включение одним тапом или свайпом. Нет возможности отвечать на уведомления, нет калькулятора, нет возможности подключить нагрудный датчик, нет возможности настроить команды на кнопки, нет поддержки eSIM в глобальной версии, плохо работает GPS, мало внутренней памяти, 300 мегабайт, скажем так, это ни о чем. В стоке не было русских циферблатов, надеюсь, что докидают. Резюмирую, Redmi Watch 5 на первый взгляд кажется, что мало чем отличается от прошлой модели, но это только на первый взгляд. Экран лучше, аккумулятор лучше, интерфейс обновили, в систему добавили новые вспомогательные функции, добавлен второй микрофон, улучшили линейный вибромотор и поставили внутреннюю память. Несмотря на это, если у вас есть 4-я линейка, я бы подождал как минимум 6-е поколение. А вообще не забываем про их конкурентов. Всякие CMF-овские часы Watch 2, которые стоят иногда даже дешевле. В конце концов, Huawei-овские часы классом выше купить плюс-минус те же деньги. Помимо этих волшебных часов есть еще и Amazfit у нас, так что в этой ценовой категории кажется, что ничего нет, а по факту очень много всего. Напишите, какие у вас носимые устройства на руке, чего вы ждете, может быть, от рынка. Девайсу от меня, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.